Добрый день, друзья! Сегодня займемся пересадкой одной орхидеи. Как вы видите, у меня стоит орхидея номер 2. Немножко истории. Покупалось 5 орхидей для эксперимента. Можно ли нарастить корни орхидеи, не разбирая ее, сразу не пересаживая. И на канале есть целый плейлист о 5 орхидеях, которые мы с вами специально начали с покупки и доведем до цветения этих орхидей. Но пока мы только с вами их пересаживаем. Все 5 орхидей были куплены с разным состоянием корней. У самой лучшей орхидеи были все корни в горшке видны, здоровые корни. У самой плохой орхидеи корней вообще не было. Впрочем, я вам их недавно все 5 показывала, поэтому не буду подробно останавливаться на рассказе об этих орхидеях. Кому интересно, я оставлю, как всегда, в правом верхнем углу экрана ссылочку на плейлист, и там вы можете посмотреть от покупки до сегодняшнего дня. Меня просят показывать те орхидеи, которые я пересадила. Орхидея номер 4 продолжает растить корни. Пересажена примерно месяц назад. Ну, вот давайте так. Вот здесь видны корни сверху горшка. И также видны растущие корни внутри горшка. Да, и вот он листик, который начал расти уже после пересадки. При пересадке орхидеи номер 3 мы заметили, что у нее есть розовые корни. Я даже поставила на бирочке крестик для того, чтобы внимательно за ней наблюдать. Потому что розовые корни, это может быть и фузариоз, и все что угодно. Но пока у орхидеи никаких изменений нет. Лист опущен, но он в тургоре, он плотный. Центральный лист она растит. Корни растущие в горшке так и присутствуют. Никаких изменений в худшую сторону не наблюдается. Поэтому сегодня разбираем орхидею номер 2. Я вам в последнем видео это и обещала. Корни доросли у нее уже до горшка, до грунта. И сейчас нам самое главное разобрать орхидею, посмотреть. Вот видите, здесь видны корни. Что дальше в горшке? Непонятно. Нам нужно разобрать, посмотреть. Видимые корни выросли здоровые, раскукленные, начали уходить в грунт. Вот сейчас обратите внимание на этот корень, а когда разберу весь горшок, тогда еще раз вам его покажу. Может быть, и здесь что-нибудь такое будет. В общем, наша задача сейчас посмотреть, как росли корни в горшке, в очень влагоемком грунте, и есть ли они там вообще. Мы же с вами их не видели. Поэтому разбираем, смотрим и, естественно, пересаживаем. Может быть, там вообще никаких корней нет. Вот видите, орхидея высыпалась, а основная часть грунта осталась в горшке. Вот он, торфяной стакан. Корни в торфяном стакане были, но, видимо, они сгнили. И все то, что наросло, вот единственный корень, видимо, рос, не получая должного количества света, то есть был закрыт этим грунтом, он белый, но он тоже растущий. А остальные корни от шеи выросли новые. И даже этот влагоемкий грунт не мешал росту корней от шеи. Видели, насколько она торчала из горшка? Примерно сантиметров на 5. И торфяной стакан тоже торчал из горшка. Но при этом она
растила корни, небольшое количество в горшке, а основная часть корней выросла от самой орхидеи, от самого основания. Видимо, это маленькая орхидейка или мультифлорка, или мини-орхидея. Мы когда покупали, не знали, что это. Остался кусочек цветоноса. Он давно высох, я его обрежу. Улетел. И уберу торфяной стакан. Вот посмотрим, что в торфяном стакане. Сгнили корни, не сгнили. Сейчас нам все станет понятно. Вот видите, когда корень растет в темноте, вот этот корень рос в темноте, он остается такой белый. А вот этот, видимо, пробился к краю горшка. И так как получал какое-то количество света, он стал зеленым и стал участвовать в фотосинтезе. Так, ну хорошо, легко отделился торфяной стакан. Ну и что? Даже этот желтый корень остался плотным. Этот, который тоже был в торфяном стакане, начал расти. И единственный корешок, даже этот не буду убирать. Нет никаких единственных корней. Все даже в торфяном стакане осталось живое. Вот он единственный. Вот кусочек сухого корня, который можно убрать. Я иду промывать корни орхидеи под проточной водой. И потом мы с вами очистим стволик орхидеи. Вот это сухое основание, которое висело над горшком и которое было в горшке. И посадим орхидею. Все получится очень быстро. Как я промываю корни под проточной водой, оставлю ссылочку на видео, где я все это подробно показываю. Вот такие корни стали хорошо видны после того, как я промыла. И вот этот темный корень я все-таки отрежу. Как бы так взять, чтобы вам было видно. Вот на этом сломе я его уберу. Он очень скоро пропадет. И даже он практически уже не живой. Но на всякий случай перекисью водорода я на него капну. Вот так. Остальные все корни живые и здоровые. Вот хотела вам показать, но намочила уже. Но может быть вот на этом корешке будет видно. Надо было показать вам тогда, когда корни еще были сухие. Вот здесь на корнях, которые начинают прорастать в грунт, образуется такой маленький белый пушок, и кажется, что это плесень. И часто задаете вопрос: на корнях моей орхидеи плесень? Нет, это не плесень, это ризоиды. Когда у орхидеи достаточное количество влаги в грунте, она этими ризоидами прикрепляется к грунту, к стенкам каким-то, горшка. Вот видите, вот все вот эти части когда-то были с ризоидами, поэтому они так хорошо приросли к грунту. И что нам осталось сделать с орхидеей? Вот этот сухой стволик, который торчал из горшка, нужно почистить от старых остатков листьев.
Но хочу вам сказать, что орхидея не такая молодая. Хотя у нее всего 4 листика. Но цветоносов у нее, вот помимо того, что я в начале видео отрезала, было еще 2 цветоноса. Вот они. И стволик у нее, стволик не однолетней орхидеи. Это как минимум орхидеи, ну, 2-3 года, может быть, даже. Видите, уже длинный стволик. Ну, может, не цвела. Вот здесь нет никаких от цветоносов остатков. Поэтому, может, ее в продажу и не выставляли. Но потом она зацвела одновременно и очень бурно. Вот 2 цветоноса, и вот был цветонос. Ну, может быть, потому что она белая, ее никто и не купил. Скорее всего, это белая мультифлора. Так, ну вот все, что вот такое здесь есть сухое, все убираем, потому что сейчас будет орхидея посажена в горшок глубже, и вот эти сухие части начнут гнить. А раз они начнут гнить, то обязательно появятся подуры. А может быть, и плохо будет именно для орхидеи, потому что когда начинается гниение, может загнить и сама орхидея. Поэтому очень внимательно все убираем. Они сухие, легко отделяются. Не так уж их и много, но почистить это все нужно. Причем я ничего не режу, не вырезаю, я просто пинцетом снимаю сухие части. Не стараюсь ничего вырвать, только то, что очень легко отделяется. Единственное, что можно еще убрать, вот эти тяжи сухие старые, они тоже не понадобятся орхидеи, мы тоже их можем обрезать. Обратите внимание, я до живого ничего не дорезаю. Обрабатывать стволик не нужно. Так, ну вот с такими корнями мы ее и посадим. Прекрасные получились корни. Это лишний раз доказывает, что не обязательно сразу уценку пересаживать, доставать. Если бы мы ее достали сразу, остались бы только вот эти корни. И с этими корнями мы бы ничего не сделали. То есть, скорее всего, орхидея бы погибла. Посмотрите, какое количество корней мы ей нарастили. Но как минимум 5 корней по 10 сантиметров. И в горшке старые корни тоже продолжили свой рост. Поэтому вот такую орхидею мы совершенно спокойно и безболезненно пересаживаем. А прошло-то всего 3 месяца. Беру горшок 1,6. К сожалению, меньше у меня нет. Можно было бы чуть-чуть меньше взять горшочек, но нет у меня такого. Опускаю все корни в горшок. Стараюсь орхидею придержать по центру горшка. И, как всегда, засыпаю керамзитом. Ну, раз орхидея такая маленькая, а горшок великоват для нее, я постаралась ее посадить как можно глубже в горшок. Во-первых, для того, чтобы дать возможность орхидее расти, у нее будут наращиваться новые листики. Там маленький-маленький листик показался, не буду вам даже его показывать, его еще даже на камеру видно не будет. И когда старые листья будут отпадать по мере ее роста, я просто посыпаю керамзит сюда.
начинают расти новые корни, и орхидея становится выше и выше в горшке, поэтому есть возможность еще потом подсыпать керамзит для того, чтобы вот как она росла, вот такая вверх из горшка, чтобы такого не получалось, чтобы она могла в этом горшочке прорасти, ну, года 3 как минимум. Вообще больше 3 лет я стараюсь не держать орхидеи в одном и том же грунте. У меня они очень быстро растут. Есть, конечно, тугодумные орхидеи, очень большие тугодумки, которые в год могут выпустить 1 корень, 1 лист, но чаще всего обыкновенные мультифлоры, стандарты растут довольно быстро. В чем секрет? В том, что я их не стимулирую, не обрабатываю гормонами, а только поливаю удобрениями для того, чтобы они могли все процессы запускать сами в себе. Ну, это, я об этом часто рассказываю, какими я удобрениями пользуюсь. Могу оставить ссылочку на то, какими я пользуюсь удобрениями. В этом году тоже интересное удобрение купила. Мы с вами обязательно, когда начнем удобрять, но это будет в конце весны, обязательно его покажу. Ну, а с этой орхидеей делаем все как обычно. У меня хотя бы парочка корней видна. Я буду ее поливать после того, как корни становятся серебристыми. Первый полив я делаю чистой водой. Со следующим поливом начинаю вносить удобрения для роста. До этого момента орхидея никак не удобрялась. Вот после того, как мы ее купили, я ни разу ничем не стимулировала, не удобряла, поливала по краю горшка только чистой водой. Мы с вами пересадили 3-ю орхидею, продолжаем наблюдать. И я думаю, что мы даже скоро самую-самую сложную орхидею тоже с вами пересадим. И если вам интересно узнать продолжение об этих орхидеях, об этом эксперименте, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!